Ребят, всем доброе утро. Какой-то, не знаю, апокалипсис начался. Такой циклон. Офигеть. 2 дня не переставая метет снег. И причем офигенно метет. Посмотрите, сколько уже. Сегодня только за ночь. Практически по колено. Вот, видите, сейчас вот трактор проехал, сгрудил. Вон, видите, сантиметров, короче, наверное, 30. Вот, и сегодня мы будем работать в такой вот снежок. Посмотрим, что мы сегодня сделаем. Вчера я застрял там, можно сказать, ну, в конце рабочего дня. Не поменял я вовремя резину, ребят. И вот сейчас пожинаю плоды этого. Что на этой лысой резине, блин, он буксует на месте практически. Вот, сейчас мы с вами заведем и поедем на 63-ю. Там уже с утра мне названивают, что у них там, как обычно, все перекрестилось, все, блин, вечно там что-нибудь не так. Взял я горелочку. Вот не знаю, если у кого есть варианты, вот, ребят, почему, блин, прихватывает лапа? Не это, конечно, с другой стороны. Вот отжиматься нормально, отжимается, но подымать, когда назад лапу, все, она не поднимается. То есть рычаг прям мертвый. Пока, блин, нафиг пройдешь, ребят. Офигеть. Смотрите, что здесь. Снега. О, провалился. Короче говоря, рычаг начинаешь кверху. То есть он просто клинит. Просто заклинил, все. Пока вот снизу, вон там эти стакашки не погреешь. Чуть вот прям погреешь, нормально. Кто говорит, что там вода, ну типа влага, кто говорит, что типа она просто замерзает. Ну, какая вода, откуда она там может быть, я вот просто не понимаю. Кто знает, напишите в комментариях, из-за чего такая фигня может быть. Только вот именно на одной вот этой лапе. Больше нигде такого нет. Да, забыл вам показать. Смотрите, какая у меня смачненькая ручечка. Эту ручку, блин, отломали. Это не я отломал, сразу вам говорю. Просто один чел дернул вот так. Здесь просто надо раз, чуть-чуть нажал, так, и она спокойненько открывается. И сейчас я буду вот таким макаром обметать. У нас же нет ни боксов, ни гаражей, ни навесов, ни каких-то там ям ремонтных. Ничего у нас нет. У нас чисто открытая территория и все. Вот столько, ребят, снега нафигашило за ночь. Вот смотрите, сколько здесь. Сантиметров, наверное, 25. Вот. Ну, это я чуть-чуть вчера вот просто оттуда не сбросил. Ну, все равно, вот где я сбрасывал. Ну да, 25 сантиметров точно есть. И это всего лишь ночь. А он не перестает. Сейчас он опять начинается. Так что вот не знаю, что это за циклон такой, блин, но просто жесть. Центральная дорога тоже там, блин, все торчат, все фуры стоят, все, я сам на автобусе еле выехал. Сегодня, не знаю, здесь вот как типа по территории будем ездить. Я говорю, я вчера вот застрял, когда загрузился, вот кое-как у меня Санек выдернул. И не успел даже разгрузиться. Поехал, ехать нам нужно было домой, народ везти. И так что я вот так поставил. Так, ну ладно, продолжаем обметать. Хорошо же, вот когда, да, есть там навес, бокс, гараж. То есть вот такой фигни нету. Вот таких вот проблем. Мести здесь то и дело. Каждый раз. Они вон на тракторах. Раз завели, хотя бы хоть... Но я не скажу, что это сарай. Ой, гараж, это сарай. Вот. Но все равно, сарай сараем, но уже, во-первых, и теплей. Никакого снега, ничего. Просто чик, стартер. Да, к тому же еще поставили на трактора подогреватели электрические. Полчасика и все нормально. 50 градусов температуру показывают на приборе. Заводится с полпендаля, ничего не греют. Как я тут с баллонами хожу один. Вот, как-то так, ребят. Так, ребят, ну что, отряхнул я еще свое рабочее место. Так, что у меня еще произошло? Да, вчера у меня еще шланг лопнул, видите? Эту я не стал наматывать броню, потому что шланг длинный, не такой. То есть шланга больше нету. Вот, нашел вот один такой вот, кое-как подобрал. Вот, там или длиннее есть, или наоборот короче. Вот. Наматывать я не стал. Механик попозже поедет. Вот, привезет, когда уже комплект. И поменяет, тогда будет ровно. И уже намотаю броню. Осталось чуть-чуть добрать. Это кривая.
на ленту. Ну, у них пока есть. Короче, очистил я все везде. На крыше было просто финиш. Вот, так что идем вниз заводить. Так, сегодня 7 градусов. Сегодня греть не будем, будем заводить так. То есть я обычно до 12 градусов завожу так. А вы как заводите? Напишите в комментариях. То есть греете или нет, или до какой температуры вы запускаете двигатель, не подогревая поддон масла. Все, телепортировался я в кабину. Вот смотрим, да, минус 7. Вот. Масса включена. Поворачиваем жигу. Старт. С полпинка. Так, врубаем печь. На обдув. Потому что вот только залез, видите, сразу стекла отдыханием. Да, кстати, воздух я каждую смену, в конце смены я его стравливаю, конденсат, чтобы лишний раз не лазить с этой горелкой, там, не отогревать. Так, ну ладно, сейчас погреем, нагреем и поедем. Еще на прогрев, когда воздух накачивает, то есть все зашибись, я еще включаю насос. То есть выключаю розат, включаю насос. Ну то есть погоняю масло чутка, то же самое, погрею. Пока греется мотор, и сразу же пусть погреется масло, чтобы потом приехать туда, куда, там, на бег, куда, и чтобы сразу же начать работать, а не разогревать там. Так, все, стекла отошли, чуть-чуть прогрел, то есть тепло уже чуть-чуть пошло, так что можем ехать. Все-таки, ребят, я подумал, лучше я сначала разгружу на ленточке вот что у меня есть, чуть больше полмашины. Потому что, не дай бог, я сейчас там буду подъезжать к этой 63-й, а там клей под снегом, такие хорошие траншеи. Не дай бог я там засяду. Александра нет, дергать меня больше некому. Копать я, нет у меня желания копать лопатой. Еще до кучи, которую надо найти где-нибудь здесь у кого-нибудь. Вот, походить, поискать. Вот. Как-то желания у меня нет. То есть давайте сначала разгрузим и потом уже поедем с той стороны. Вон, видите, бревно там, как обычно, там постоянно какая-нибудь фигня. Вот, видите? О, валяется на подъемнике сверху. Вот, то есть его надо убирать, подъезжать с той стороны. А вот здесь как раз клеищи под снегом. То есть лучше, конечно, я разгружусь. Пустым, я думаю, проще будет. Даже если, не дай бог, я засяду. Выезжать как-то, может быть, трактор хотя бы там дернет. Может быть. Прям, ребят, как на танке. Так, ребята, а это две осины. Я вчера, когда перебирал, нашел, короче говоря, там в Березе еще пол машины осины. Это сейчас переедем на Discovery, выкинем сюда. И уже поедем на 63-ю туда. Ребят, вот смотрите, продемонстрирую вам. Вот смотрите, то есть перевел я на лапы, да? Вот та сторона. Все, поднялась. А эта сторона, все. Рычаг как бы клинит, типа того. Ну вот, завожу я эту штуку, эту горелочку, вот так чутка грею. Прям буквально, я не знаю, секунд 15-20. И все, и лапа поднялась. То есть вот, что это такое, вода или что-то другое? Если кто знает, ребят, напишите в комментариях. Так, ребят, ну что, выкинули эти осинины и поедем на 63-ю. Мы подъехали.
Вот, ну вы, наверное, видели, это не впервые, кто смотрит мой канал, следит за моими видео, тоже не раз, наверное, видели, да, что я сюда вот так подъезжал, постоянно вот то так, то вот так, никогда нормально тут не ложится. Вот. Сейчас, значит, раскладываю, поднимаю, ложу, и, в принципе, здесь все. А дальше посмотрим, будем ждать команды. На Барс Александр привезет с леса. Вот. А здесь вроде как бы пока. Я думаю, все. Ну, не знаю, еще день длинный, только еще утро. Так что давайте сделаем здесь. Вот и всех делов. То есть поднял, положил. И давайте посмотрим, понаблюдаем. Потому что сейчас только стоит уехать, как, блин, опять мне что-нибудь тут перекрестится. И опять снова надо будет ехать сюда. По идее бы, конечно, можно было бы. Это я уж так сам рассуждаю. То есть вон там лежит осина, которую я вчера отобрал. То есть ее можно, конечно, поровнее, который покрупнее, туда на Discovery. Ну, а кривую вот такую всю дрова. Да, кстати, ребят, работа дополнительная пока отменилась, слава богу. Вот. То есть это вот с документами, с новшеством, то есть с электронными вот этими накладными, то есть как бы без бумаги. Пока тормознулось, то есть видите, он яму провал. То есть я загрузил тогда фуру, он больше тогда не приехал, а потом уже праздники и все. И после Нового года, я так думаю, может быть, они еще не решили, как и что. Ну что мы видим? А видим мы что? Конвейер. Все, полный, целый. На захвате бревно лежит. Ну, я имею в виду на очереди. Все-таки, я думаю, наверное, нужно, ребят, пока все снегом вообще полностью не замело. Хотя и уже все замело, нифига не видать. Это я уже просто по памяти. Вот если сейчас другого человека, например, посадить, то есть он даже не знает, где что тут будет лежать. Там он, в начале штабеля, я имею в виду, это, ну, туда кривая, мелкая, перебирал я. Вот, здесь лежит тоже осина, дрова, тоже подобрать нужно. Здесь тоже, я думаю, пока снегом уже капитально все не замело, пока я и как бы и помню, и вижу, знаю, что подобрать ее нужно. И думаю, наверное, перевести на Барс. Вот, пока время есть и, как говорится, не откапывать потом. Как вот смотрите на дровоколе, видите? Вот, я там отбирал, там, наверное, машины 2. То есть смотрите, что превратилось с этим снегом. То есть полностью замело. Вот, и здесь 2 машины лежит, наверное, тоже еще чуть-чуть заметет. Если смотреть по погоде в телефоне, в Яндексе, то есть на всю неделю снег и днем, и ночью. Вот, ну сейчас вроде пока, вот смотрите, видите, пока нету. Морозик такой вроде как бы чувствуется, начинается. Вроде уже, мне кажется, даже и не 7, а побольше стало. Может, градусов 8-9. Ну, не знаю, но, блин, все люди уже ноют, просто плачут от снега. То есть трактора не справляются уже, блин, ну, финиш, короче говоря, от этого снега. Ладно, складываю. Может быть, перееду сейчас, сделаю. Пока команды никакой не было, думаю, все-таки надо перевести мне вот отсюда, чтобы себе потом не осложнять задачу. Ребят, знаете, что меня больше всего радует в этом Уральчике, в этой машине? Я уже говорил неоднократно и еще раз скажу. Здесь офигенная печка. Здесь так греет, просто прям, я не знаю. Вот температура, видите? А греет, вот, если по руке, то градусов вот сейчас, я не знаю, ну 75, наверное. То есть прям, ну, жгет прям так хорошо. Вот сейчас нагреется вот день до 80, то вообще даже руку невозможно удержать. То есть воздух очень горячий. И вот это мне прям нравится, прям вообще. Впервые я встречаю такую машину, где так вот печка жарит. Офигенно просто от мотора. Так, ну, ребят, ну что, подъехал я, короче говоря, к осине. Сейчас, пока есть время, и пока Александр с леса не приехал, я уберу ее, чтобы она здесь не мешалась. Чтобы здесь был именно штабель, именно березы. Как бы, чтобы был порядок, реальный порядок. Ладно, ребят, пойду я нагружу по-быстрому. Перебрал я сюда крупную осинку, такую нормальную. Там в кузове кривая. Вот, кривую туда, короче, в дрова. Так, ну что, сколько у нас время? А время у нас почти 11. Так что едем на обед. Обед, я напоминаю, у нас здесь кто что с собой принес из дома. Погнали на обед. Смотрите, какая штучка у меня теперь есть. Подогреватель.
То есть это я ставлю под мотор, туда горелку, и оттуда огонь фигашит. Ну, как огонь, теплый воздух, фигашит уже на мотор. А приехали мы. Снег. Вот вам, пожалуйста, снова снег пошел. Тучи, небо опять затягивает. И опять снегопад. А Александр приехал с леса. На барс привез хвои. Так, ну что, идемте обедать. Вот кривую сейчас после обеда отвезу туда в дрова. И, наверное, снова поедем на 63-ю. Сейчас только подходил оператор. Опять там что-то перекрестилось. Там посмотрим с вами. Ну что, ребят, пообедал. Александр стал на свое законное место. Приехал с леса, все нормально. Документы новые. Через эгоист прошло. Все зашибись, отправилось. У нас тоже настроили. Так что сейчас Александр ездит. Все нормально, говорит. Так, ладно, едем в Осину, выгрузим. И на 63-ю снова поправим. И дальше включимся. Видите, как заметает этот снегопад? Штабелечек. Вот здесь я позавчера забрал машину. И вот отобрал, ну, примерно чуть побольше полмашины тонкотья. Вот. Видите, еще пару таких дней и вообще не будет видно. Так, ну вот, кривую я выгрузил сюда в дрова. Когда они там надумают приехать еще фуры, начнем отсюда грузить. Отсюда и пойдем туда. То есть уроним вот эту верхушку и пойдем туда на выезд. Вот, ребят, видите, съехало все. И вот эта вот фигня постоянная. Всегда вот это вот фиготня, вот это вот перекрещивание, вот это вот съезжание. Я не знаю. Ни на одной эстакаде нет такого, нигде. Только вот именно здесь, на этой 63-й. Ну, наконец-то включили. Не прошло и полгода. Вот, ребят, такая фигня, видите? То есть, я так понимаю, вот эти вот захваты, вот, они приспособлены, я так думаю, наверное, ну, на 20 бревно. Там 22, но никак вот не на 32, не на 28, 26, как вот здесь лежит. Я так понимаю. И из-за этого вот происходит такая фигня. То есть, что они крестятся, падают, скатываются. Ну, вот. А если бы, например, были там 18-20 бревно, то как раз вот эти вот уголки и захватывали бы спокойно. О, захватил наконец. Ну, а сейчас вот этот, наверное, изогнутый, он будет вот так вот крутиться, вертеться. И придется мне его ложить сюда самому. Пока уезжать никуда не буду. Как говорится, подежурю пару часиков до конца смены. Здесь один наготове. Но здесь вот неизвестно, тоже может скатиться. Так что пока постою. Вроде так все сделал. Ну, можно было бы, конечно, еще на ленту привести кривой. Но, думаю, на завтра оставлю. Вот, завтра сразу подъеду вот сюда. То есть буду кривую на себя ложить. А более-менее, ну, нормальную прямую откладывать сюда на 63. То есть, как я люблю, два дела сразу делать одним делом. Вот, и все. А там есть, я имею в виду на этом, на Discovery, и на Барсе есть. Снова снег, ребят. И смотрите, какой крупный. Ну, в принципе, он и не переставал. Он даже если и переставал, то ровно на 5 минут, а то и меньше. Вот, все крупнее и крупнее. За ночь, я думаю, еще будет больше. Еще. Ну а на сегодня, я думаю, все, потому что уже время. Нужно ехать, стравливать воздух, заводить, греть автобус, обметать автобус. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. На сегодня все. Всем удачи, пока, увидимся в новом видео.